Почему люди в большинстве своем разделяют духовное и материальное? Люди сейчас далеки от природы, потому что они живут в собственных изобретениях. Что такое душа? А духовное образование тебе мало того, что дает то, что ты с собой унесешь в следующую жизнь, она еще дает тебе гораздо больше счастья, потому что мы же души. В чем смысл жизни? Когда ты хомячишь, ты все равно счастливым не будешь. На тебя будут все равно как на кошелек смотреть. Рецепт счастья. Когда ты с любовью делаешь что-то для других, вот это и есть деятельность по природе. Духовное знание не забывается в следующей жизни. Приветствую вас на канале «Время открыть». Человек, с которым я сейчас еду записывать интервью, на самом деле в представлении не нуждается. Ну, как минимум в кругах людей, кто занимается самопознанием, саморазвитием, духовным развитием. И для меня эта встреча будет первой страницей, так как, признаюсь честно, глубоко деятельность этого человека я не изучал. За ним идут люди, и у него огромное количество последователей. Мне будет очень интересно познакомиться с этим человеком и задать ему несколько вопросов. И постараюсь, как всегда, сделать для вас максимально полезным это интервью. Итак, сегодня мы в гостях у Олега Геннадьевича Тарсунова. Приятного просмотра. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Геннадьевич, что такое духовное развитие? Ну, это широкий такой процесс. Духовное развитие означает, что я приближаюсь к пониманию своей вечной природы, себя как души. Приближаюсь просто к этому. Потому что приближение само по себе очень сложное. Мы очень привязаны. У нас 3 тела вообще есть. Есть материальное тело, которое мы в анатомии изучаем. Я в медицинском институте изучал подробно. Вот. Есть психическое тело. Это тоже малоизученная тема. То есть вот мы, допустим, думаем, чувствуем кого-то. Это работает психическое тело. Оно же контролирует здоровье тоже у человека. Вот. И есть духовное тело или мое, я как душа. И вот духовное тело, оно на самом деле действует в построении нашей мечты, вот желаний всех. То есть мы хотим счастья, вечности, хотим знания, хотим такого глубокого. Вот. Но мы как душа не действуем. Мы очень корыстно настроены. Душа бескорыстная по природе, очень чистая, бескорыстная. Все самые лучшие качества характера от души идут. У нас, мы как бы попав в этот мир материальный, душа сама из духовного мира. Там нет страданий, нет смерти. Вот. Душа, попав в этот мир, она находится в очень жестких рамках существования. Здесь надо вот в этом материальном теле надо постоянно выживать. Отсюда эгоизм. То есть мы не можем жить без дыхания, без еды, без квартиры, там, без денег и так далее. Вот, постоянно человек этим занят. Но цель человеческой жизни — приближение к пониманию своей чистой вот этой вот возвышенной природы, духовной. Потому что если ты этого не понимаешь, не будет никакого счастья. Вот люди думают, что счастье от того, что больше денег, больше комфорта, там, уюта. Они так воспринимают счастье. Но это счастье, оно для души очень тусклое. То есть есть 2 вида счастья. Есть счастье комфорта или телесное счастье. Вот свое тело обезопасить от каких-то проблем. Люди стараются защищать его. Или счастье служения, любви, вот бескорыстной, чистой, веры, верности там, и так далее. А это счастье, это аскетичное счастье для нас. И на него время тоже нет у многих людей. Но цель человеческой жизни — приближение к своей духовной природе, потому что согласно всем священным писаниям, если человек лучше осознает свою духовную природу, в следующей жизни он уже не рождается в тех условиях, в которых он сейчас рожден. То есть есть рай, есть еще духовные миры. То есть человек прогрессирует, познавая свою духовную природу. Это изучение своей духовной природы начинается с простых вещей. Вот, отклика сердца от моих поступков. Поэтому Моисей принес скрижали, вот, что Бог написал для людей, что надо делать, чтобы быть счастливыми.
Он принес народу вот эти скрижали с горы, когда спускался. И там было написано, что есть просто определенные правила счастливой жизни. Это и есть приближение к душе. То есть надо возлюбить Бога, нужно любить людей, не прелюбодействовать, не обманывать и так далее. То есть есть какие-то правила, которые дают отклик. Господь живет в сердце каждого человека. То есть у нас на самом деле в теле находятся две души. Одна душа это я, а вторая это сверхдуша, Господь. То есть Он невидим для нас, но Он является совестью нашей. Он счастье человеку показывает. Вот не это счастье покоя, а счастье правильных поступков, совестливой жизни. И когда человек делает правильные вещи, у него счастье в сердце выходит, ощущение счастья. Это тоже постепенно ему помогает понять, как лучше жить. Вот он хороший поступок сделал и чувствует, что совесть чиста, или ему хорошо жить. Чисто, светло, счастливо. И он так приближается к душе тоже через просто выполнение заповедей Бога. Соответственно, есть и более серьезные способы движения вперед. Это когда человек начинает молитву читать или служение в храме осуществлять. Чем ближе мы к Богу, тем больше мы понимаем не только Его божественную природу, но также и свою. Вот это приближение к душе называется духовная практика. Приближение к осознанию себя и своих взаимоотношений с Богом в конечном счете. Вот это духовная практика. Она начинается с жизни по совести и заканчивается уже отречением, монашеством и так далее. То есть это люди на разных уровнях развития этой вещи находятся, этого понимания вещей. Это цель человеческой жизни, духовная практика. Почему люди в большинстве своем разделяют духовное и материальное и больше стремятся к материальным ценностям? Страх. То есть животные, допустим, выживают все. То есть они норки роют, а потом дальше ищут еду, ищут себе спутника жизни, заботятся о детях. Это все просто страх, самосохранение заставляет людей мыслить материальными ценностями. И чувство комфорта является высшим достижением счастья. То есть комфорт означает, меня сейчас ничего не беспокоит на данный момент времени. Неразвитость сознания. Люди не понимают, что для них является большим счастьем. И в конечном счете сама настроенность на материальные ценности приводит человека к разрушению жизни в конечном счете. Потому что чем больше человек имеет желаний материальных в сердце, тем меньше свободного времени, тем меньше он отдыхает, тем меньше он развивается как личность. Даже он не может нормально поесть. Все это в спешке происходит. Отношений нет с женой. В конечном счете человек, который поглощен желаниями своими материальными, он в конечном счете лишается даже материального счастья. Всего. Потому что так устроен этот мир. Человек впадает в суету, он постоянно бежит. У него нет времени, он не развивается. Просто свои желания насущные, эти материальные, удовлетворяет тяжелым трудом. Сейчас все закручено так, что пахать будешь как ишак. Ипотеки все эти, то есть они же увеличивают труд. Если бы человек жил своими возможностями, он бы спокойно жил, а так надо каждый день ипотеки и деньги платить. Это же напряг конкретно. Ты платишь в 2 раза больше в конечном счете. А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы духовное развитие было модным в современном мире, чтобы люди стремились осознавать свою глубинную суть и развиваться духовно? Надо образовывать людей. Насчет модности, понимаете, модным всегда будет секс, модным всегда будет деньги, власть, слава. То, что людей привлекает по их природе, материальной природе, по их желаниям комфорта, уюта, то и в этом мире всегда будет модным. А какие-то высокие ценности, это же для избранных людей, для тех, которые смотрят дальше в жизни, идут выше, которые понимают, что жить не одну жизнь. Это по-разному все объясняют. Допустим,
Веды говорят, что будет следующее рождение, допустим, христиане говорят, что попадешь в рай потом или в ад. Ну, то есть, вот эта мотивация следующей жизни, она сложно понимаемая вообще у людей в основном. Потому что они не понимают, что может быть какая-то следующая жизнь вообще в принципе. Они думают, что это все байки какие-то, сказки. Вот. Ну, даже если смотреть про эту жизнь, то большинство людей, которые не идут путем духовных ценностей, они даже эту жизнь живут не очень счастливо. Это вот опыт. Я 30 лет уже езжу, смотрю на людей. У всех разваливаются семьи от напряжения, вот этого, от сильного гонки этой за материальными желаниями. Мода это сложный процесс, который, ну, это взаимодействие многого. Понимаете, допустим, сначала это должно быть модным у государства, потому что власти, они поощряют что-то или запрещают. Вот, например, в Индии не очень модно разводиться, потому что за развод тебя могут даже в тюрьму посадить. Понимаете? А здесь нет проблем, потому что государство не интересуется личной жизнью людей. Вернее, интересуется в какой-то степени, но эта степень настолько ничтожная, что это никак не влияет на моду жить семьями. Понимаете? То есть мода формируется в результате заинтересованности средств массовой информации. Они заинтересованы в зарабатывании денег. Ну и, соответственно, зарабатывать деньги может только на страстях. Поэтому везде пиф-паф, там секс, везде мода на, вот это, на примитивное функционирование, восприятие мира, она более выражена. Потому что ну, бизнес не заработаешь вот на таком интервью, как я, допустим, вам даю сейчас. Это не бизнес вообще никакой. Вот, поэтому как это может быть модно? Мы можем делать только то, что в наших силах, в наших возможностях. Модным, чтобы духовное развитие стало, это очень сложно. Это комплексный подход со стороны государства, со стороны духовных традиций тоже. Каждая духовная традиция, она тянет людей на себя. И в результате люди боятся всего этого. Это воспринимается как сектантство. Но если бы духовно развитые люди объединились, перестали как бы Бога делить. У нас истинная вера, у нас истинная вера. И все боятся этого всего. Если бы они вместе нравственное развитие совместно начали людей проводить и как-то поменьше конфликтовали между собой, мода на духовное бы опять увеличилась. Потому что люди боятся вот этого того, что их куда-то тянут все время. Это тоже вызывает страх, и моды нет от этого. Понимаете? Потом, ну, знание вот это вот, допустим, если бы ученые тоже распространяли вот это знание о том, что такое здоровый образ жизни. Потому что в основном распространяют знания о том, как нам нужны таблетки, там, уколы всякие там, и так далее. Но вы же понимаете, что таблетки, уколы и все это не дают здоровья человеку. Здоровье человеку дает здоровый образ жизни. А это тоже, здоровый образ жизни, это тоже часть, элемент духовной культуры. Это все тоже духовность. Вы смотрите, насколько сильно сейчас пропаганда в средствах массовой информации здоровый образ жизни. Вообще ноль. Нулевая пропаганда, понимаете? Почему? Потому что это невыгодно. В этом нет прибыли никакой. Вот, допустим, таблетки продавать очень выгодно. Если людям сказать, что без этой таблетки ты не сможешь жить, но все начнут покупать эту таблетку, это выгодно. Ну, будут они по парку бегать, допустим, это же бесплатно. И алкоголь сейчас стараются все больше рекламы алкоголя добавлять. Ну, вот это на страстях все основано. Видите, все на страстях. Вот что людям нравится, вот примитивным людям, то и рекламируется. Я не сторонник с глазами выпученными как бы раздувать, как все плохо. Для меня все хорошо. То есть я живу счастливой жизнью, всем рад. Много людей ходят на лекции, всем интересно, развиваются люди вокруг. Вот. Кому надо. Но как это сделать модным? Может быть, какому-то популярному певцу петь о духовной жизни. Как Битлз вот это делали в свое время. Они же пели о Боге, как-то что-то вот такое у них было.
И это было модным. Сейчас таких что-то нет групп. Или их может быть мало. Я не знаю. Олег Геннадьевич, вы сказали, что те, кому это интересно, духовно развиваться, это люди избранные. Существует такое мнение, что это души в основном, которые прошли огромный опыт уже духовной жизни, воплощений, количества. Существует такая вот... Да, конечно. То есть, ну, понимаете, те души, которые пришли к власти, они тоже имеют духовный опыт. Есть такое понятие благочестия. Человек не может заработать благочестие просто так. Вот ему показалось, что ему повезло в этой жизни, и он как бы стал богатым, или пришел к власти, или стал великим ученым. Все это от того, что человек добрые дела делает. А что такое добрые дела, которые копят богатство в человеке, вот это духовное богатство? Это тоже духовная практика. Понимаете, это помогать людям, это дарить людям знания. То, что нравится Богу, когда человек делает, у него в сердце закладывается благочестие, которое делает его влиятельным человеком. Поэтому не только те люди, которые стремятся к духовной жизни, а также те, которые имеют много денег, много власти, популярности. Это тоже люди, которые в прошлом занимались достаточно много духовной практикой, но при этом они в этой жизни это благочестие не использовали для того, чтобы дальше развиваться, а просто отоваривать начали, понимаете? Это все превращать в комфорт и уют. Но это такая очень неправильная тактика с точки зрения своего дальнейшего существования. Что такое душа? Душа — это частичка Бога. Вот, допустим, если сравнивать Солнце, есть Солнце, и оно излучает частицы света. Это сравнение ведическое древнее. То есть Солнце излучает частички света. И частички света, они летят от Солнца и гаснут постепенно. Вот так душа, точно так же, Бог — это как большое целое, ну, большая душа. Ее называют еще на санскрите парам атма. Парам означает высшая душа или большая душа, как Солнце. А мы маленькие души. В Ведах говорится, что мы с атом размерами, вот мы как души, и вот душа находится вот здесь, вот в центре груди. Она там находится, ну, как бы она там поддерживается воздушными потоками или энергией праны, как говорят Веды, в сердце. Это вечная частичка, она никогда не уменьшается. Допустим, ядерный взрыв не может повлиять на нее, потому что ядерный взрыв это материальные энергии. Да какие бы они ни были тонкие, там протоны, там квазитроны всякие. На душу никак не влияет вообще, даже на психическое тело не влияет. Психическое тело все равно остается живым после смерти грубого тела. То есть душа вместе с психическим телом отделяется от грубого тела. Ну, то есть душа — это духовная частичка, которая имеет сознание. У сознания души, это сознание — это энергия души. Вот, допустим, тело все пропитано сознанием, энергией души. У сознания есть три составляющих, три спектра этой энергии. Есть спектр желания вечности или стремления к вечности, спектр стремления к любви и спектр стремления к знанию. Поэтому все люди хотят жить вечно, никто умирать не хочет. Все хотят любви и все хотят понять, как жить лучше. Знания, хотят знаний. Ну, то есть душа сама по себе неразрушима ничем. Ее невозможно. И она существует вечно. Некоторые говорят, сколько жизней ты живешь. Мы живем бесконечное количество жизней. Мы никогда не возникали, не возникаем, никогда не умрем. Некоторые говорят, это новая душа там, или старая душа. Души не может быть ни новыми, ни старыми. Мы вечны, мы вечно существуем. Наше место основное — это духовный мир, там, где нет материи, грубой материи. Там все существует в служении, в любви. Там. И наша цель туда. Мы туда, где все в сиянии Бога находится. Духовный мир, он освящен сиянием Бога. Там есть тоже духовные планеты. Вот. Но тела, которые души получают, они получают их в зависимости от своих желаний и поступков. И согласно Ведам, животные тоже, то есть душа просто есть признаки жизни. Вот, допустим, если материя стремится к любви, к отношениям, к самосохранению, значит, там есть душа.
Материя сама не может к этому стремиться, потому что она мертва. Вот, допустим, дерево, если взять, оно стремится к свету, да, к любви. Для него это любовь. Самосохранению есть кора, там, размножение, признаки жизни, размножение. Вот. У дерева есть плоды, то есть вот эти вот вкусные, сладкие. Ну, то есть, другими словами, это признак деятельности души. То есть душа также есть в животных. То есть там тоже есть душа, потому что мы видим, они общаются, животные, они любят друг друга, у них есть желание самосохранения, они страдают там, и так далее. Все это признаки души. То есть душа, она куда бы ни поселялась, она все равно проявляет вот эти все признаки. И по этим признакам можно понять, это живая материя или мертвая. Некоторые говорят, в животных нет души. Там есть душа, потому что есть признаки. Это все тоже наука. Есть древняя вот эта ведическая наука, она объясняет, где есть душа, где нет души, что такое душа. Душа это особый вид как бы состояния. То есть, и надо еще понять, что душа имеет личностную природу. Душа это всегда личность. Вот, душа, даже дерево это личность, но оно себя не понимает, потому что души в материальном мире живут в 3 состояниях. Первое состояние это называется сон без сновидений. Это состояние глубокого сна, в котором душа даже не понимает, практически не чувствует боль. Вот если деревья, веточки обрезать у дерева, то оно лучше растет. Это им полезно. Ну, у поросенка, если ножку отрежешь, уже как бы лучше не растет. Ну, то есть дереву даже это полезно, когда какое-то насилие над ним совершают, потому что он вообще себя вообще не помнит. Это потом следующая форма жизни души, сон со сновидениями. То есть она ничего не соображает, душа, но она уже что-то видит. Что-то как сновидение. Это животная форма жизни. Причем там они бывают разные. Вот, допустим, в теле рыбы душа вообще почти ничего не понимает. А в теле, допустим, тигра уже много что понимает. Или домашнего животного. То есть развитие души означает смена тела, то есть более прогрессивного тела. Вот. И в человеческом теле это уже пробуждающееся сознание, потому что в человеческом мы уже много чего понимаем, но мы не знаем, что мы вечные, мы не знаем, что есть следующая жизнь, есть прошлая жизнь, мы не знаем в основном, что такое совесть, мы не знаем, что такое душа, то есть сознание все равно не до конца себя осознает. Сознание души себя полностью не понимает, называется пробуждающее сознание. Есть еще в человеческой форме жизни можно достичь пробудившегося сознания, когда ты уже все понимаешь. Где ты живешь, свою цель человеческой жизни, понимаешь, высшая цель человеческой жизни – это любовь к Богу. Возвращение своей духовной природы, свое понимание духовных вещей. И есть еще бодрое сознание, это святые люди, это особая категория душ, которые вот чисто по законам Бога живут и вообще не совершают никаких глупостей в этом мире. Поэтому душа это имеет личностную природу. Душа сама себя осознает. Может, процесс познания есть даже у деревьев. Они что-то изучают, приспосабливаются к этому миру. Есть у животных процесс познания. У людей душа сама себя познает. Она вечная. Она соткана из любви и знания. Вот, и она стремится к божественному, к чистому, светлому по своей природе. Душа вот так примерно. Есть ли Бог и кто это или что это? Ну, это очевидно, что Бог есть. Вот эта идея, безбожная такая глупая идея, типа не было ничего, потом появилась точка из ничего. Как точка из ничего может появиться? Непонятно. Вот, и потом она взорвалась, появилась целая вселенная. Вот, ну какой-то бред, вот если по-русски сказать. Ну как если ничего нет, откуда это возьмется тогда точка и как из нее возникнет целая вселенная, если там ничего не было. Вот, ну то есть вот эта идея тоже как идея, в которой материя находит более практичные варианты существования, типа она сначала там просто белки объединяться начали, потом из них почему-то появились какие-то простейшие формы жизни. Это очень странно, потому что
Мы видим везде материя, вот если, допустим, тапки поставить, они в инфузоре туфельку не превращаются, они просто идет распад материи везде. Вот мы смотрим, допустим, даже атомы урана там, они распадаются. Все, что мы с материей можем сделать, это ее расщепить. Синтез материи, то есть она сама по себе расщепляется, а вот человек уже начинает ее синтезировать, он ее что-то делает, то есть нужно сознание для того, чтобы синтезировать материю. Но ученые почему-то считают, что материя синтезируется сама, без всякого сознания. Ну, то есть сознание есть, и оно создает вот эти миры, все это сознание. Это более правдоподобная концепция. Один ученый сказал, что легче из кучи металлолома само по себе возникнет Боинг, сам по себе, чем клетка возникнет из кучи материи. Понимаете? То есть есть какая-то причина, которая создает жизнь. И эта причина это Бог, это личность. Бог это ничто, это личность. Потому что некоторые думают, это свет. Или некоторые говорят, есть много богов. Вот. Бог один, это личность. Свет это его сияние, то есть свет есть, он исходит из него. Свет знания, свет любви, свет вечности исходит из Бога. Вот. Он личность, но он может существовать не как мы, он может существовать в множествах формах, в множествах состояниях. Допустим, внутри каждого человека существует Бог, один и тот же. Внутри каждого растения тоже. То есть Бог направляет по жизни всех живых существ изнутри прямо. Также Он поддерживает целые вселенные, Бог. Не только нашу, а также другие. Вот. И так далее. Ну, то есть Он всем управляет. Это личность. Но у Него другое сознание, не такое, как у нас. Оно намного шире. Понимаете? И оно распространяется в разные формы, в разные виды. Есть много воплощений Бога. То есть Он как личность может одновременно существовать в разных мирах. Он может в разные религии приходить. Каждый себе Бога присваивает, в каждой вере. Но если признаками присутствия Бога является священное писание, неразрушимое временем, которое существует и поддерживает людей. Также святость. Если есть святые люди какой-то духовной традиции, значит там тоже есть Бог. Допустим, некоторые говорят, вот в этой вере нет Бога, допустим. Но мы знаем, мусульмане, допустим, когда их вера возникла, то мы видим, сколько было победоносных сражений, сколько святых людей там, которые исцеляли всех. То есть то же самое в христианстве происходило. И еврейская традиция, которая дала основу вот и христианской традиции, и мусульманской, там тоже же, и мы знаем, и к Моисею приходил Господь, и дальше к его остальным вот последователям тоже они все имели такие откровения божественные, были пророками. Вот, то есть, не может откровение давать просто свет. Понимаете, это личность. Мы общаемся, если кто-то с кем-то общается, значит это личность. Вот, и так смешно. Вот мы личности, мы родились от Бога. Мы личности, а Бог не личность. Значит, мы лучше Бога, получается. Себя осознавать же это лучше, чем не осознавать. Что такое любовь? Любовь это энергия Бога. Это божественная энергия. Мы не можем присвоить любовь. А, допустим, Бог наделяет женщину божественными качествами. Божественные качества у женщины. Не ее, не человеческие качества, божественные, от Бога качества. Доброта, нежность, красота, верность. То есть желание, застенчивость, желание заботиться. Это божественные женские качества. Божественные мужские качества есть. Это храбрость, рассудительность. Это терпение, стойкость. Способность побеждать, преодолевать трудности, стремление к победе. Это божественные мужские качества. Когда Бог нам в сердце открывает божественные качества какой-то женщины, мы видим в ней божественные качества вот эти, то мы привлекаемся этим божественным качеством. Душа всегда привлекается только тем, что связано с Богом.
А когда два человека вместе видят друг в друге вот эти вот возвышенные чистые качества, то это называется любовь. Но возникновение любви не означает любить, потому что любить могут только развитые души, те, которые понимают, что любовь живет только в атмосфере бескорыстия. Если мы начинаем эксплуатировать любовь, ревновать близкого человека, что-то от него хотеть, начинают скандалы, любовь рушится. Человек говорит: я тебя уже не люблю. Потому что человек начинает уже не божественное в другом человеке видеть, а видеть его недостатки, человеческое. То есть любовь портится, Бог создает любовь. Он даже держит людей вместе, связи есть такие вот, как нити, психические связи между людьми, близкими. Поэтому мы переживаем, допустим, мать переживает о ребенке, потому что она связана с ним. Ребенку плохо, она даже не знает еще об этом, но уже переживает. Означает связь. Все это, эти связи, нити поддерживаются Богом. Допустим, муж от жены уходит, говорит: не держи меня, я хочу уйти. Она говорит: я тебя не держу, уходи. Но он чувствует, что она его держит, а держит Бог на самом деле. И если мы эту связь, которую Бог создал, Он нам открыл вот это видение чистоты друг у друга. Он создал эту связь, мы его рушим, дальше будем наказаны. Человек уходит от близкого человека, потом дальше у него в жизни трудности какие-то возникают в результате этого. Это тоже все можно проследить, изучать. Ну, то есть любовь — это то, что нам дается для того, чтобы мы были счастливы, учились быть счастливыми в этом мире. Но это не то, что ты меня заставила любить себя. Нет, женщина не может заставить любить. Она также не обладает красотой. У нее то есть, то нет красота. Мужчина не обладает победоносностью. Он может то побеждать, то не может побеждать. Ну, то есть это от Бога все качества, божественные качества. Я Степан, автор проекта «Время открыть и время любить». Специально для вас я создал бесплатный раздел на сайте Time to Open. Этот раздел я буду наполнять уникальными методиками, практиками от респондентов моих интервью. И не только. На этом сайте я буду собирать огромное количество информации, курсы, марафоны, практики, все, что помогает в жизни. Здоровье, осознанность, деловая реализация, отношения. Эти разделы уже реализованы на сайте. Проходите по ссылочке в описании к этому видео, регистрируйтесь и меняйте свою жизнь к лучшему. А чтобы не пропустить новые интервью, практики и другие полезные видео, обязательно подпишитесь на наши YouTube каналы «Время открыть и время любить», на нашу Instagram-страничку, Яндекс.Дзен, TikTok и, конечно же, Telegram-канал. Там еще больше полезной информации. Будьте счастливы и всего вам доброго. В чем смысл жизни? Ну, понимаете, если говорить глобально, смысл жизни, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к Богу. Вот хотя бы чуть-чуть. Но вы же понимаете, что для человека смысл жизни означает то, что он понимает под смыслом жизни. Некоторые думают, смысл жизни — это вот посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Но в следующей жизни ты это все уже не помнишь, что ты там посадил, вырастил. Вот, ты как будто заново все начинается. Мы же рождаемся, мы ничего не знаем, здесь ничего не помним. Вот. Более развитые люди понимают, что смысл жизни — это то, что ты с собой возьмешь в следующее рождение. А это означает уже добрые дела. Добрые дела остаются с человеком. Человек, он рождается, он уже чувствует, что ему надо делать в жизни, чем заниматься. Особо одаренные люди с детства уже, кто-то становится музыкантом великим, кто-то великим полководцем с молодости, как Александр Македонский, допустим, уже знают свою природу, свое предназначение. Вот. То есть это все с прошлой жизни идет. То есть добрые дела, развитие какое-то человека, уже это более высокий смысл, потому что это хотя бы можно с собой взять. Но есть вещи, которые дают колоссальные изменения в сознании человека и приводят его к очень сильному счастью в жизни. Это приближение к святости. Вот когда люди тянутся к святым людям, это уже очень высокое развитие. Они чувствуют, святые люди — это те, которые несут в себе Бога. Они богатые, они по-настоящему, настоящее счастье неподдельное людям могут принести. И вот желание быть ближе к святости уже
более высокое представление о смысле жизни. Но настоящим смыслом жизни обладают те, кто обрели очень сильное влечение к Богу, сильную любовь к Нему. Вот эти люди, они просто горят любовью ко всем людям, они чувствуют душу, и все вот эти вот, допустим, мы влюбляемся в женщину, там мужчина, женщина в мужчину, и думаем, это самое лучшее вообще, что может быть в этом мире. Но этим людям открыта душа в каждом, то есть они в каждом видят это самое лучшее, что может быть, и любят вот это, испытывают огромную любовь к каждому человеку, а то и может даже и душу видит и в животных там и так далее. Ну то есть это очень мощная, счастливая, красивая жизнь, вот такая жизнь в любви. Но любовь эту перенять мы можем только у святых людей, которые приближают нас к Богу. Но если человек увидел Бога, а такое тоже возможно, допустим, Моисей общался с Богом, вот чувствовал его в какой-то степени. Когда человек может увидеть Бога, тогда в этом случае он получает такую дозу счастья, это называется духовным трансом. То есть он находится в духовном трансе, испытывает огромное блаженство. Это несравнимо ни с чем, что вот люди пытаются в этом мире получить. Поэтому смысл жизни у каждого разный, в зависимости от его развития. Поэтому я бы сказал, что очень важный смысл жизни для человека – это развитие. Некоторые получают просто образование, чтобы быть богатыми. Образование тоже неплохой смысл жизни. Но есть материальное образование, а есть духовное образование. Оно стоит намного выше. Материальное образование дает тебе возможность жить здесь, и потом ты это все забудешь. А духовное образование тебе мало того, что дает то, что ты с собой унесешь в следующую жизнь, она еще дает тебе гораздо больше счастья, потому что мы же души, и духовное счастье для нас имеет большую ценность, чем материальное. Я услышал слово «предназначение», очень актуальное в наше время. Что такое предназначение и как его найти? Но видите, опять это все зависит от развития. Но самое первое предназначение для любого человека – это здоровый образ жизни. Хоть люди сейчас это вообще не понимают. Они там получили образование, получили воспитание какое-то, но как жить так, чтобы не болеть, они не знают. Поэтому прошло 20-30 лет, и человек стал инвалидом. И все, что он получил, это все коту под хвост. И он потом всю жизнь на таблетки тратит. Человек не знает, что природа дает человеку здоровье. Контакт с природой, аскезы на природе, длительное движение непрерывно, статические упражнения, пост на воде, 3 кита здоровья, долголетие. Но само по себе любовь к природе, взаимодействие с природой, любовь к солнцу, любовь к деревьям, любовь к земле, к воде, все это делает человека очень здоровым. Он вообще не болеет. У него укрепляется иммунитет, укрепляется регуляция организма и так далее. Люди сейчас далеки от природы, потому что они живут в собственных изобретениях, в домах, в этих квартирах. Там нет энергии Бога, энергии природы. Природа – это энергия Бога, поддерживающая здоровье человека. Мы отдаляемся от этой энергии, поэтому дети ослабленными рождаются, у них теряется психическое здоровье, они становятся аутистами, ДЦП, аутизм, там, Дауна. Все это признаки отдаления от природы. Ну, то есть мать вынашивает ребенка, у нее не хватает энергии, ребенок, соответственно, рождается напряженным. Вот эти разные виды напряжения, если напряжение идет в психическое тело, то аутизм. Если напряжение идет в материальное тело, то ДЦП и так далее. Ну, то есть жизнь в гармонии с природой – это уже неплохо. Это неплохое предназначение уже. Ты, по крайней мере, не будешь наладан дышать. Вот. Потом дальше, если человек уже понимает, что такое здоровый образ жизни, неплохо было бы научиться быть полезным в этом мире. Не бабло грести, а вот быть полезным. Очень важно это понять, потому что когда ты хомячишь, ты все равно счастливым не будешь. На тебя будут все равно как на кошелек смотреть. У тебя со всеми будут отношения не в любви, а вот в этой вот потребности, понимаете, меркантильного вот таком восприятии мира. Нет счастья у таких людей. Они постоянно всех боятся, со всеми глазки строят, там что-то из себя корчат. Нету счастья, нет гармонии, нет естественной жизни. Ну то есть способность служить обществу, конечно, это означает также специальность, образование, но в правильном настроении. Образование, прежде всего, это нравственное образование. Нужно человеку научить жить счастливо, а не просто
быть хомяком, который там себе щеки набивает. Понимаете, это же животные все точно так же живут. Если ты хочешь быть образован, научись любить всех, научись людям служить, потому что вот животное сознание это хомячить, делать из себя крутого. Волк тоже, он зубы скалит, показывает, какой он крутой. Точно так же ты можешь не зубы скалить, а пальцы веером делать. От этого ничего не меняется, понимаете? С точки зрения сознания. А чем развитие сознания человека, тем больше счастья. Счастье, нахомячил ты себе, сидишь там, и что, ты сильно счастлив, что ли? У тебя постоянно куча врагов. Тебе надо телохранителей держать. Ты даже не можешь по парку пройтись, потому что тебе надо организовывать свое прохождение по парку. А так пошел, гуляешь, ты никому не нужен. Потому что у тебя нет этих денег. Ты счастлив, можешь любить природу, ходить куда хочешь. То есть здесь тоже надо понять вот это вот. Ты хочешь развиваться в деятельности, опять же. Хорошо, отлично, давай посмотрим на это. Я разделяю 4 категории развития человека в деятельности. Первая категория – человек просто вообще не знает, чем заняться. Потому что он неразвитый, он не понимает, что надо что-то делать для других, и тогда у тебя пойдет развитие. Вторая категория – это люди вот немножко научились что-то делать, и они это все равно делают для себя. Это называется стадия хобби, я ее так называю. То есть человек что-то делает, картину нарисовал, принес продавать, никому не нужна, потому что это только ему нравится. Или он менеджером, допустим, стал работать, вот ему нравится там, допустим, собрание проводить с людьми, допустим, не прописывать с ними должностные инструкции, ему не нравится. И он в результате только одну часть работы делает, ему говорит, допустим, главный менеджер говорит, ты выполняй все свои обязанности. Он говорит, мне это не нравится, давай еще возьми одного вот на эту должность. Он говорит, только у нас на это только одна ставка, иди гуляй. То есть человек на стадии хобби, он не может себе работу найти, потому что он думает, что никто не понимает его. Он делает все для себя. Следующая стадия развития, человек уже чуть-чуть развился, он научился любить труд. И у него появилось понимание, где он эффективен. Хоть что-то для людей начал делать, ему приятно это, и это называется деятельность по способностям. То есть человек может какие-то способности все раскрыть на этой стадии и зарабатывать деньги. Как-то вот уже успешный он. Потом дальше, следующая стадия, это деятельность по своей природе. А это уже позиция разума, потому что с позиции разума у человека 4 всего природы. Это просто творческий человек, который любит какую-то деятельность, ему нравится. Второй человек, вторая – это бизнесмены, третья – руководители по природе, и четвертая – это ученые. 4 категории природы человека. Но выйти на стадию понимания своей природы – это уже духовная практика. Если ты разум развивается в духовной практике, если ты разум не развил, ты не сможешь удовлетвориться полностью деятельностью, вот быть счастливым в работе. Как я счастлив, что нет мне покоя, как в песне Бернес поет. Вот. То есть человек счастлив, потому что он понял, что бескорыстный труд, когда ты с любовью делаешь что-то для других, вот это и есть деятельность по природе. Когда начальник, он рождается, природа его начальника с рождения человека. Он заботится о людях, а не подчиняет их себе и не высасывает из них кровь. Вот это вот счастье приносит. Хотя бы один человек тебя не любит, уже не очень приятно жить. А когда тебя любят все и верят в тебя, это для классной жизни, для начальника. Для рабочего деятельность по природе означает творческий труд. Это тоже творческий труд означает труд, который приносит пользу людям. Если ты там на песочке какие-нибудь замки строишь, у тебя творческий труд, но это никому не нужно, от этого не будет удовлетворения. Удовлетворение, когда ты делаешь то, что людям надо. Поэтому развитие человека опять приближает к его природе. Видите, разум включился, уже приятно трудиться в этом мире. А если человек включает душу, тогда это уже еще более высокое предназначение. Это означает жизнь в любви, жизнь по законам Бога, жизнь в счастье, в настоящем, глубоком, и в следующей жизни ты опять это получаешь то же самое. Духовное знание не забывается в следующей жизни. Рецепт счастья. Рецепт счастья. Желать всем счастья.
Если ты забыл про себя, всем счастья желаю, значит ты счастлив. Пожелания нашим зрителям. Я желаю вам разобраться в себе, понять, зачем вы живете. Кажется, что я живу для детей, для жены, потом куда-то жена девается. Для чего ты тогда живешь? Стресс означает, что человек запутался. Он вроде бы для одного жил, потом, кажется, это все зря. Надо изучать, для чего жить. Я желаю вам развиваться в этом понимании вещей. Цель человеческой жизни – это самое главное, что мы должны понять. Если мы этого не понимаем, жизнь потом коту под хвост вся. И люди ломаются в конце жизни, депрессняк уходит. Они понимают, что они никому не нужны. Это все неправильное представление о жизни. Человек кому-то нужен, но надо понять кому.